Всем доброй ночи. Как я вам обещала, я буду для людей разных профессий выкладывать ритуалы. Потому что каждому человеку в своей профессии хочется развития, хочется подняться по карьерной лестнице. И как сказал, кажется, Жуков, если я не ошибаюсь, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Вот плох тот адвокат, который не хочет приобрести мировую славу и быть высокооплачиваемым специалистом в своей сфере. Дорогие друзья, адвокаты, защитники, люди, которые призваны защитить, спасти от несправедливого суда прежде всего. Но иногда бывает, что адвокаты защищают людей, скажем так, не совсем праведных. Можно ли судить адвоката за это? Я считаю, что нет. Это профессия, дорогие друзья. Отнеситесь к этому как к профессии. Врач должен лечить преступника? Или он должен думать о том, чтобы дать ему какую-то дозу, сверх меры и усыпить? Или не оказать первую помощь? Нет, он доктор. И он не должен думать об этом. В данный момент человек, который обращается к адвокату, он требует защиты. За деньги это или по собственной инициативе, неважно. Адвокат должен выигрывать дела. Только тогда он имеет право называть себя профессионалом. Конечно, бывают и проигрышные дела. Не всегда, скажем так, все дела адвоката венчаются успехом. Но в любом случае он должен стараться как можно больше выигрывать дела, причем сложные. И тогда его цена поднимается. Тогда он представляет известных людей, представляет людей сильных мира сего. Тогда к нему обращаются компании, концерны и так далее. Плохо ли, если у адвоката карьера, собственно говоря, поднимается вверх? Нет. Это обеспечивает будущее его семьи, это обеспечивает ему имя и так далее. Так вот, успешные адвокаты, они всегда вызывали подозрения. И не зря был снят фильм «Адвокат дьявола». Считалось, что человек, который всегда выигрывает, что здесь что-то нечисто. Вообще любой человек, который успешен, он вызывает какое-то подозрение, что у него заключен договор с какой-то темной силой. Иначе он бы не смог быть столь успешен. Вы знаете, с одной стороны, в принципе, без твоей работы, без труда, без знания ты ничего не добьешься. С другой стороны, человек, который отдает свое время, работу, труд, может понравиться определенной силе, и эта сила будет покровительствовать ему. Тогда ему успех обеспечен. Адвокатам можно и следует обращаться к Фемиде. У них на это есть право, поскольку они служат самой юстиции. Юстиция – это богиня Фемида, у римлян юстиция, у греков Фемида. Вообще она называется карма, карающая. Но есть и одно но. Адвокаты должны выигрывать суд не всегда справедливо. И это нормально. Не всегда человек, который пользуется услугами адвоката, является чистым, как кристалл. Но должен ли об этом думать адвокат, когда защищает человека? Нет. Это с моральной точки зрения может быть нехорошо и так далее. Но, дорогие друзья, он профессионал. И если он профессионал, он должен выиграть этот суд. Тем самым доказать, что он может плыть и против течения и выигрывать то, что ему нужно выиграть.
Среди адвокатов есть и мошенники. Почему-то принято считать, что мошенники только в магии. Вот зациклены все на магии. Среди врачей есть мошенники. Среди адвокатов есть мошенники, которые берут деньги, ничего не делают абсолютно. Есть адвокаты, которые договариваются с судьями, с прокурорами. У каждого свой метод работы, собственно говоря. Но есть и очень сильные, довольно такие адвокаты, которые, скажем, вот Амаль Клуни, да, жена Джорджа Клуни, по-моему, которая была адвокатом известного сайта Wikileaks, разоблачающий там всех этих сильных мира сего, скандал устроенный. Так вот, она смогла выиграть эти процессы, и она одна из самых высокооплачиваемых адвокатов мира. И, будучи мусульманкой, вышла за христианского актера и не побоялась. То есть у нее был настолько сильный авторитет, что она не побоялась ничего. Вот до таких уровней может дойти адвокат, если он работает, не покладая рук, но еще и обращается кое-куда. Сегодня я хочу подарить адвокатам очень сильные работы, которые помогут им выигрывать суды, выигрывать споры, повернуть в свою сторону судьи и прокурора. Институт суда и прокуратуры, он создан еще при Римской Республике, и с тех пор, собственно говоря, ничего не изменилось. Единственное, слово «прокурор» когда-то звучал как «прокуратор», вот теперь звучит как «прокурор». А потом прокураторы стали наместники, то есть наместников называли прокуратором. Прокуратор – это человек, решающий судьбу. То есть тот, если дословно, да, тот, который обвиняет, обвинитель. Но окончательное слово за судьей. Поэтому многие заговоры и работы нацелены именно на судью. Дорогие друзья, если у вас судебный процесс, вы хотите выиграть, можете своему адвокату это дать, и пусть он это сделает. Между прочим, адвокаты очень суеверные люди и очень боятся примет и прочее, очень много. Они относятся к этому очень, скажем так, неравнодушно. Нужно найти кривую палку. Хочу сказать, что у многих работ моих, да, некоторых вот последних, есть, то есть основа более древней поверья, может быть, и версии есть подобные, но работы именно мои. И это работы проверенные. То, что я попросила кому какой выложить, это говорит о том, что мне нужно в своих архивах покопаться, вытащить это все, переписать и где-то переделать, улучшить и подарить. Кривая палка, прямо кривая. Вот кривоватый такой, найдите какую-нибудь кривую сухую палку или, значит, оторвите там ветку дерева кривую, обмотайте черной лентой. Можете ткань просто разрезать лентообразно и обмотать. И перед судом ночью, прежде чем ложиться спать, вот прям перед тем, как ложиться спать, что вы ни с кем говорить не будете после этого, читайте на эту палку 40 раз. Хотите выиграть суд? Значит, читайте. 40 раз на эту палку. Эту палку положить в сумку и забрать с собой в суд. Суд будет выигран. Здесь я буду говорить слово «обвиняемый», а вы называете имя человека, которого хотите вытащить. Если, дорогие друзья, у вас там, скажем так, это для практиков тоже подходит, выиграть суд. Если у вас есть такие работы, дела, и вам нужно выиграть суд, начитайте на эту палку 40 раз, отдайте людям, которые судятся. Пускай они в сумке перенесут в зал суда и сидят там, и дело выиграется. Но это больше для адвокатов, именно для адвокатов. Начнем. О ты, криводерево, немое, путанное,
черную ленту. Взываю к тебе. Запутывай судью, как я тебя запутала. Лишай его речи, как ты нема. Глаза ему закрой. Свидетелей задержи. Один в суд войдет, второй не придет, третий путаться станет. Судья на подсудимого имя. С жалостью глянет, да суд страшный помянет, испугается. Со всех сторон оправдает его и на все стороны отправит. Как я скажу, так и будет. Заклято. Почитали 40 раз. Положите в сумку и на следующий день в суд. Суд вами будет выигран. И постарайтесь своим коллегам этот секрет не выдать. Ну, они ничего не сделают, просто не надо. Потому как начнутся слухи, что вы ведьма. Дорогие друзья, этот амулет берет свое начало еще со времен древнегреческих ораторов и адвокатов. Но, скажем так, именно заговор на этот амулет потерян. Но я нашла несколько вариантов, скажем так, не заговоров, а именно обращений к каким-либо силам и составила свой заговор. И это очень помогает. Амулет для адвоката, для того, чтобы выигрывать суд. Возьмите грецкий орех или каштан. Продырявьте. Можете сердцевину вытащить, если получится. Можете оставить там. Продырявили или сверху чуть-чуть раскрыли там чем-нибудь. Но полностью его не отрывайте, то есть не открывайте его полностью. Продырявьте туда. Место освободите немного. Нужно посыпать туда сухой шалфей, табак и запечатать воском. И можете положить в черную материю или в черный мешочек и носить с собой. Но каждый раз перед судом заговорите вот вытащите, значит, этот каштан или грецкий орех, держите на правой руке и заговорите 6 раз. А потом положите обратно и носите с собой. И суды вы будете выигрывать. Но чем больше вы будете делать, усиливать, если все вместе будете делать, то вообще перед вами никакого вопроса не будет. Даже самые страшные преступления человеку дадут самый минимальный, скажем, срок. Но насколько вам идти на это, пусть это подскажет ваше моральное, этическое, скажем, воспитание. Да? Если человек убил ребенка и так далее, то и вы защищаете этого человека, да, ему смягчат приговор. Его признают больным, будут лечить. Но после вы сможете с этим жить? Если сможете, делайте. Итак, держите на правой руке. И когда вы это все скажете, положите, наступайте с правой ноги, не забудьте. Оно может получиться, если даже вы не наступите с правой. Ну, желательно усилиться. С правой ноги наступайте и идите в зал суда. Мир с миром судится, а я а этот с этим судится, а я с этим сужусь. В руке правой держу священный амулет. Он мне подмога и совет. Ногой правой ступаю, мысли правые говорю, дело мое правое, как скажу, так и будет. Мне поверят, по-моему, будет. Заклято, заклято, заклято. И вот каждый раз вытаскивая этот амулет, читайте и заходите. В зале суда для себя тихо, глядя на судью, ну так можете в полглаза смотреть вниз, смотреть, и как будто там читайте что-то, но читать на судью. Морока называется, оморочить судью, запутать его мысли. Он то, что хотел сказать, вообще забыть, что он хотел, как он хотел, все, улетит. Мороку навожу со стороны восточной и под восточной. Глаза судьи отведу, рот запечатаю, своей воле подчиню.
Овца волка боится, а ты, судья, меня бойся. Тебе стены, а мне потолок. Скажи, что я хочу услышать. Оправдай и отпусти. Истинно так, заклято. Читайте несколько раз. Вот вышли, выступаете, опять садитесь снова, значит, полголоса шепчете, читаете снова. Вот весь процесс суда. Он будет путаться абсолютно. Он будет то одно говорить, то второе говорить. В конце концов, чтобы не опозориться, он отпустит человека, и вы выйдете из зала суда с ним вместе. Поверьте мне, это работает. Очень даже, хоть невероятно звучит. Вот такие вот вроде бы простые вещи, но решают судьбу людей. На платок. Читать 3 раза на платок. Вытирайтесь этим платком, положите в сумку и идите. Если все вместе будете делать, вообще перед вами никаких преград. Выйду я из дверей в ворота, из ворот в чисто поле. Там стальные запоры, да золотые ворота. Встану между воротами, повенчаю себя короной луны, в руке держу печать солнца. Отныне я луной венчана, солнцем благословлена, предо мной робеет мир, князья и бояре, судья и народ честной. Быть им предо мною, покошенной травой, да ниже воды. Небо мой ключ, земля мой замок, слова мои свои запираю, чтобы никто отворять не смог. Аминь. 3 раза прочитали, вытерли лицо и пошли. Ну что ж, господа адвокаты, удачи вам. Потом делитесь результатом, нам даже интересно. Уверена, что результаты вас приятно удивят. Если у вас есть сейчас споры, судебные процессы, вперед. Кстати, эти работы подойдут и для практиков. Начитать, отдать своим пациентам, людям, которые к вам обратились. Они положат себе в сумку и пойдут. Единственный вот амулет для адвоката не стоит, потому что это именно для него. Всем удачи!